Почему мозг не хочет учиться и как его разгрузить? Потому что ваш мозг умнее вас, да, и если он не хочет учиться, значит это не нужно. Поясню, что имею в виду. У нас сейчас есть проблема, мы слишком много учимся. И это я говорю как собственник образовательной компании, да, и мой бизнес это обучение, образование, но я за экологичное образование. Очень часто сейчас, что я вижу, образование, обучение становится способом бегства от жизни и бегства от тревоги. Наши мамы, вот кто нашего возраста, да, наши мамы от своей тревоги убегали в деланье. Да? Шили, вышивали, закатывали 200 банок помидор и так далее. Да? И до сих пор многие это делают, да? мы говорим, мам, не надо уже куда. Все равно, да, это делается. Зачем? Это не нужно. Но вот это делание выполняет важную функцию. Оно контейнирует, помогает справиться с тревогой. Наше поколение со своей тревогой справляется через бесконечное обучение. Курсы, тренинги, вебинары, по 5 штук сразу, все выходные на лекциях и прочее. И еще раз, часто это есть убегание от реальной жизни. То есть мне страшно пойти как-то заявить о себе, что-то продать, где-то, я не знаю, поучаствовать, и я иду на очередную лекцию. Когда мы говорим о таком традиционном образовательном формате, то, например, лекция, да, приходят люди, и есть лектор, который вещает, рассказывает какую-то умную правду, и все остальные слушают. Такие форматы образовательных программ, они погружают человека в детскую позицию. Это не хорошо, не плохо, но это отдых для нашей психики. Я себе сижу, смотрю, и мне не надо брать на себя ответственность, мне не надо идти рисковать, мне не надо подвергаться опасности, что меня там, не знаю, отвергнут, будут смеяться и прочее. То есть это безопасная позиция. Но в безопасности нет развития. Поэтому, если ваш мозг не хочет обучаться, возможно, он понимает лучше вас, что ваше бесконечное обучение – это защита, и оно вам не нужно для развития сейчас. Второй момент. Куда развивается весь образовательный рынок мира? Я очень заинтересована в этих процессах, слежу за этим, смотрю, что происходит на Западе, в таких вот мировых университетах, как Стэнфорд, Кембридж и прочее. И я вижу, что все образование движется в сторону того, что мы переходим от модели, когда человек приходил, ему рассказывали, как правильно, в модель, когда образование – это создание среды, в которой человек сам внутри себя находит свое знание, свой способ. Понятно, когда мы говорим о хард-скиллах, здесь чуть другая история. Например, если вы обучаетесь бухгалтерскому делу, вам нужно знать план счетов. И это нужно, вы внутри себя его не найдете. Да? Но все, что касается софт-скиллов, а сейчас максимально профессия это про софт-скиллы. Да? Хард части все меньше и меньше становится, и будет меньше становиться, потому что хард заменяется роботами легко, и уже это происходит. Поэтому профессия это будет про софт-скилл, про мягкие навыки. Так вот, мягкие навыки, обучение мягким навыкам, это всегда ваша внутренняя работа, то есть вы вытаскиваете это из себя. И такими должны быть сейчас образовательные программы, так мы выстраиваем все у себя в Европейской школе психологии, ну и в принципе это мировой тренд. И это то, что разгружает мозг, а не загружает. Поэтому еще раз ответ на вопрос, если ваш мозг не хочет обучаться, он перегружен, значит он умный, значит у вас замечательный мозг, и он вам говорит стоп, перестань убегать от жизни в бесконечное загрузку, в бесконечную в себя новой информации, остановись и начинай производить. Вообще есть два режима работы психики, мы либо потребляем информацию, либо производим. Вот когда мозг перегружен, самое время начинать производить. В той профессии, где вы работаете, может это новая профессия, может ваша текущая, но вам пора становиться таким, да, как раньше в анекдоте было, чукчей писателем, да? Вы уже чукчей
читателем побыли, пора переходить в лагерь Чукча-Писати.